Вот ушла я на минуточку, она уже села на попку, выкинув соломинку. Но при всем этом, при том, что я сказала, что птицам нельзя летать, то есть нельзя, не хочется летать, не нужно воспринимать эти слова как: «О, птицу можно запереть в клеточку, и пусть она там сидит, и, в общем, ей там будет клёво». Нет, не будет. А при всем этом для птицы необходимо пространство, вот для совы, там, да, в принципе, для любой птицы, чтобы она могла двигаться. Пусть не активно летать кругами, а расправлять крылья, там, перелетать на несколько метров. Вот, например, даже в питомниках все совы, то есть они содержатся в вольерах. В принципе, вот у меня объема комнаты, да, с учетом того, что филин может выходить в прихожую, ходить на кухню, то есть летать вот через комнату, тут получается метров 5. Этот объем, в принципе, полностью соответствует объему среднего такого вольера для филинов в каких-нибудь там парках птиц, зоопарках и питомниках. То есть объем у меня соблюден. То есть дома елка, она не привязана, не стеснена в движениях. Она может, когда захочет, спокойно вот пролететь все это расстояние, да, помахать крыльями, там, попрыгать, побегать, позаниматься своими делами, и она никак не стеснена, и причем до такой степени, что она крыльями не задевает, то есть за предметы, у меня все лишнее убрано. И это необходимо. То есть сове необходимо при содержании объем, чтобы она могла совершенно спокойно делать несколько взмахов, пролетать и в любой момент. То есть ночью Йоль выходит на улицу, она выходит, в общем-то, за окно не столько, чтобы полетать или что-то еще, она туда выходит, чтобы посмотреть, то есть удовлетворить свои совиные инстинкты, наблюдения и... Так, там кто-то мяучит. Мне надо посмотреть. Мурлок, ты тут? Не, это, наверное, кисонька. Вон киска там. Достала киска, я не знаю, когда у нее весна это закончится. Вот, и при всем этом, то есть при содержании совы необходимо пространство. Никаких клеток. Об клетки они травмируются, они пытаются выйти. И при том, что птица не хочет летать, ноги ей разминать надо. Она должна менять присады, она должна там пересаживаться, куда ей захочется. Она должна вести все-таки активный образ жизни, но этот активный образ жизни связан не просто с тупым полетом, а с движением и с передвижением вот на своем участке. Да, когда даже совы, которые не хотят летать, они пересаживаются с ветки на ветку, они там выбирают себе место получше. И, в общем-то, это одно из главных условий содержания пространства. То есть необходимое жизненное пространство и отсутствие травмирующих элементов. То есть о прутье клетки и сова травмируется, ломает перья, разбивает лицо и прочие травмы наносит. То есть может там крылом туда засунуть крыло, сломать его, лапу сломать может и сломает, скорее всего. Ну, это уже как бы аспекты содержания, они должны учитываться, конечно, все время. И, естественно, без всяких там поблажек, да. Вот у меня чучундрий, на самом деле, вот все говорят: как это ты говоришь не держать птиц в клетках, но у тебя сова в клетке. Чучундрий, привет, сова. Чучундрий у меня живет 13 уже лет, и из них 10 лет он жил вот в этой комнате, не 10, получается, елки 4 года, то есть ему 13, 9 лет. То есть 9 лет он жил в комнате совершенно свободно. То есть, представьте, на такую маленькую сову, вот это пространство, это он летал куда хотел, когда хотел, что хотел. Причем здесь же жили и гнуси, которые сейчас в вольере. То есть все то же самое время. И они вот втроем тут тусили, все это просто громили, засирали. И было очень весело. Вот. Сейчас Чучундрий старый. То есть у него в детстве была сломана ключица, и сейчас эта травма дает о себе знать, ему стало больно. То есть, ну, как артриты, там, вот это все. Он, к тому же, еще и ослеп.
То есть ему не надо летать. Даже если я его сейчас высажу в комнату, он начнет беспокоиться, искать свою клеточку, куда бы ему сесть, где он будет чувствовать себя безопасно. В клетке он чувствует себя безопасно, это его дом, он его знает. Он здесь по мере своих возможностей шевелится. Да, ты хочешь меня съесть. Это палец. Вот. Шевелится, себя активно ведет. Не, Чунь, мышь закончилась. И ему, вот именно в его случае, в его исключительном случае, необходимо замкнутое пространство, то есть вот эта клеточка. Причем она, клеточка для крупных собак, она не просто клеточка, то есть для его размера она вполне нормально просторная, то есть он может перелетать из угла в угол пропорционально и ничего себе не травмировать. Если вы там думаете содержать, да, можно в такой клетке содержать маленькую сову, но, в принципе, для сплюшки это вполне себе вольер, но только с условием, что сплюшка ежедневно на несколько часов, а лучше всего на всю ночь, будет из него выпускаться и утром обратно сажаться. Я тебе сейчас мышь принесу, подожди. С гнусями, то есть вот сычевальня. Привет, Юй. Привет, гнусь. Тоже она специально сделана длинной, потому что сычи прыгают и бегают. Они даже не летают, они вот так вот передвигаются. Естественно, когда елка на ночь уходит на улицу, сычи выпускаются. То есть несколько там часов в день они активно носятся по квартире, они активно там гуляют, бегают и делают, что хотят. Вот. Это уже не клетка, это вольер. То есть относительно маленьких вот этих сов размером с кулак, тут, я не знаю, там с математикой не дружу, но можно просчитать, да, сколько они, вот объем. Для них вот этот объем вольера получается для их размера больше, чем объем всей вот этой комнаты для елки. То есть вполне себе адекватное содержание. Сейчас, Чунь, принесем. Вот, и ни в коем случае не надо думать, что я там это как-то лукавлю или что. То есть про Чуню тут, в общем-то, исключительный случай. Клеточка у него для его безопасности и для комфортного проживания. У сучей уже не клеточка, у них вольер. И да, вот такого вольера для содержания домового сыча, в принципе, вполне достаточно с условием и выпуска полетать. Да, вообще отлично. Вот у меня второй такой каркас лежит, я второй еще сделаю, не знаю, в деревню там или куда-то. Вот. И сплюшку можно в таком же содержать, в принципе, и махноногих сычей, но махноногие сычи не разводятся сейчас, как и сплюшки, как, в принципе, и домовые сычи, то есть питомник сейчас не разводят, найти сложно. Вот. Но как вариант, да, нормально. Вот. Чу. Ты летишь? Идь. Давай. В свой любимый уголочек. Вот он ест исключительно в том уголочке, он его знает, он туда все время прыгает. Потом он прячет в уголочек остатки мышки. И она выпадает из клеточки, и приходится ему доставать. Но я специально не загораживаю там, чтобы не залеживались мыши. Если что, то они просто подсыхают. Я их забираю. Вот. В общем, учу, такая клетка. Это его вольерка маленькая. И он не может летать. Не может полноценно летать. То есть, в принципе, он через комнату вполне себе пролетит, но ему будет от этого больно. Поэтому у него так. Вот еще раз раньше Чунли вот 9 лет жил в комнате и летал свободно. В общем-то, это я считаю, что залогом того, что он так долго прожил, именно потому, что он летал без ограничений и жил на таком вот объеме. Такой маленький сыч. Вот. А елочка. Ленивая жопа, да? Где трубочка? Я ее где-то забыла. Вон она. Надо ей опять ее отдать.
В общем, на видео комната, конечно, может и маленькая, но на самом деле небольшая. Но елки вот с ее ленью и жопничеством вот этим ей хватает вполне. Единственное, что вентиляция, конечно, здесь, ну, как в комнате, как в человеческой квартире. То есть, но за счет того, что она ночью полностью на улице в любую погоду, у нее достаточно и объема вот получаемого кислорода и объем получаемого ультрафиолета, ей для здоровья это полностью хватает. Вот. Да, сова? Зависла. Ой. Что бы с тобой сделать еще? Смешная.